Это наше путешествие по Прибалтике. Итак, из Риги мы направились в Таллин. Но поскольку нам нужна была остановка, то мы остановились на ночлег в небольшом курортном городке Пярну. Это уже Эстония. Вообще-то мы проехали на машине по Литве, Латвии, Эстонии, а потом еще направились в Финляндию. Мы побывали в 7 городах, и о каждом есть отдельное видео. Мы приехали в город вечером и сразу заселились в отель. До Таллина было еще где-то 130 километров, поэтому мы решили переночевать здесь, утром погулять по городу и уже потом ехать в Таллин. Вот это наш номер. 2 комнаты, большая кровать и еще 2 односпальных кровати. Он обошелся нам 60 евро. Напомню, что это было 15 мая, а значит, это пока еще не купальный сезон. Возможно, в июне цена будет выше. Утро следующего дня. Вот так выглядит наш отель снаружи. Погода замечательная. Солнечно и тепло. Неторопливо завтракаем, пакуем вещи и собираемся на пару часов отправиться на прогулку по городу. Еще в 1996 году городу Пярну было присвоено звание летней столицы Эстонии. Местонахождение, климат и пляж определили курортный статус Пярну еще с 19 века, когда здесь начали строиться первые пансионаты. А сейчас мы идем в небольшой парк, расположенный рядом с городским стадионом.
Немного фактов из истории города. В ходе Северной войны в 1710 году город с немецким названием Пернау перешел во владение Российской империи и стал называться Пернов. В 1919 году Пернов был переименован в Пярну. В общем-то, это было логично, ведь город расположен около устья одноименной реки Пярну. В городе развивалась текстильная промышленность, была основана льняная фабрика. В Пярну строились виллы, гостиницы, открывались кафе, рестораны, казино. В 1939 году отмечалось столетие курорта Пярну. По этому поводу была выпущена специальная серия почтовых марок. В Пернове, а ныне Пярну, проживал Абрам Петрович Ганнибал, сподвижник Петра Великого и прадед Александра Сергеевича Пушкина. Ганнибал являлся сыном чернокожего африканского князя, вассала турецкого султана. В 1703 году он был захвачен в плен и отправлен в султанский дворец в Константинополе. Потом его привезли в Москву, а через год Ганнибал был крещен. Поскольку крестным отцом был Петр I, в православии Ганнибал получил отчество Петрович. С 1756 года он главный военный инженер русской армии, а через 3 года получил чин генерал-аншефа. Прожил он 92 года. О жизни Ганнибала в Пернове поэт Давид Самойлов написал поэму. Вот так она начинается. Однажды на Балтийском берегу, когда волна негромко набегала, привиделся мне образ Ганнибала. Я от него забыться не могу. Все это правда и подобие сна, и мой возврат в иные времена. Чего Россия нам не посылала, живой араб? Так, встретив Ганнибала, ему дивился городок Пернов. Городская ратуша. Здание построено в 1797 году. Когда-то это был обычный жилой дом, достаточно хороший, чтобы в нем в 1806 году остановился на постой Александр I. После смерти первого хозяина здание тут же понадобилось армии, а после нее и городским властям. Вот так и появилась ратуша. Была ваша, стала наша. Церковь Екатерины. Построена по распоряжению императрицы Екатерины II для военного гарнизона в 1768 году. Церковь является наиболее богатой барочной церковью Эстонии. К сожалению, в то время, когда мы были в городе, церковь была закрыта, и вовнутрь мы не попали.
Поскольку Пярну – это курорт, то главное – это море и пляжи. Вот туда мы и направляемся. Погода солнечная, теплая, и можно позагорать. Но вот купаться пока рано. Вода еще холодная. Отдыхающих тоже пока мало. Но малочисленные группы дам и отдельные мужские особи все же присутствуют. Можно расположиться на скамейках или укрыться в песчаных дюнах. Кстати, песчаные дюны – это, можно сказать, национальное достояние, и они охраняются государством. В общем, это была короткая прогулка по Пярну в самом начале курортного сезона. Стоит сюда приехать летом. А мы садимся в машину и едем в Таллин. Кстати, не забудьте подписаться и нажать колокольчик. И когда я закончу большой обзор Таллина и Хельсинки, то вы получите уведомление.